Проведя 3 дня в Калининграде, мы, в принципе, уже сложили по нему полную картинку. Но Калининградская область – это не только Калининград. Здесь очень много сосредоточено в маленьких городах-сателлитов архитектурных, так и природных памятников. Поэтому, Свет, ну ты где? Поехали быстрее, машина уже ждет. За одеждой вам ходила, мы же на море собрались, замерзнете. Ах ты моя заботушка. Все, Андрюха, погнали. Этим выпуском мы завершаем наш калининградский вояж и посетим очень важные с точки зрения массового и организованного туризма локации в области. Куршская коса – самый длинный и самый узкий природный заповедник со своими уникальными песчаными дюнами, километровыми белоснежными пляжами с поющими песками и уникальным танцующим лесом. Город Зеленоградск, в котором кошки поработили людей и заставили их танцевать под свою дудочку. Самый зеленый город области – Светлогорск, у которого до сих пор не определен статус – город в лесу или лес в городе. Но зато доподлинно известно, что здесь находится штаб-квартира голосящего Кивина. Город Черняховск как пример того, как развиваются малые города области и чем живут люди в них. А также будет много красивых пейзажей и дорог. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Еще немного красивых дорожных пейзажей, и мы уже въезжаем в город Зеленоградск. Но его изучать мы будем после Куршской косы, потому что сейчас важно оторваться от массового туристического трафика. Друзья, мы подъехали к КПП на Куршскую косу. Въезд сюда платный. 300 рублей с каждого человека и 150 рублей за машину. Тотал выходит 1350 рублей. И еще один лайфхак. Летом, в жаркий сезон, особенно в выходные, пробка тянется от самого города Зеленоградска. Поэтому, если вы хотите посетить Куршскую косу, приезжайте сюда как можно раньше. Бесплатно сюда могут въезжать только жители 3 местных поселков – Лесной, Рыбачий, Морское. И вот мы уже мчим по самому длинному и самому узкому заповеднику страны. Национальный парк Куршская коса расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе. Природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма. Куршская коса в целом представляет собой длинный и одновременно узкий песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток от российского города Зеленоградска до литовского города Клайпеда. Куршская коса – это уникальный, легко нарушаемый, образовавшийся в результате взаимодействия моря, ветра и деятельности человека ландшафт, который дальше продолжает свое формирование. На этой приморской косе расположены малые поселения Приморья, выделяющиеся обилием уникального наследия природы и культуры, имеющие важное социальное и культурное значение для региона. В настоящее время на Куршской косе господствуют пески и леса.
8 маленьких поселений Курского залива, 3 на российской стороне и 5 на литовской, составляет лишь 6% всей площади косы. И мы как раз въезжаем в первый населенный пункт Лесной. Ну что ж, вот мы и приехали на берег Балтийского моря. Кстати, мы находимся в уникальном месте, где Куршская коса имеет свое минимальное расстояние. То есть с одной стороны Балтийский берег, с другой Балтийский залив. Да, этот пресноводный Балтийский залив называется Курский. С погодой нам повезло. Было одновременно и тепло, и от воды свежо. Поэтому воздух хотелось есть ложками. А отсутствие ветра делало поверхность моря практически зеркальной. А еще самый важный лайфхак при изучении Куршской косы и городов Светлогорска, Зеленоградска – ехать против шерсти. Потому что есть определенные популярные туристические маршруты, когда люди, выезжая из Калининграда, едут и начинают исследовать Куршскую косу и эти города по очереди. То есть по очереди отдаления от Калининграда. Самые же крутые из нас, ну естественно это мы, делают так. Сначала едут на самую дальнюю точку, исследуют ее, пока многочисленные туристические автобусы не приехали, а потом уже возвращаются в обратную сторону, как бы двигаясь против шерсти. Имейте это в виду. Варвара нам рассказала очень интересную историю, связанную с традициями куршей, а точнее их вкусовых пристрастиях. Курши ели ворон, причем был специальный промысел для их ловли, а ловцы назывались кусатели ворон. Вороне прокусывали артерию, она не двигалась, но жила. Их так накапливали, потом приносили домой, чтобы приготовить и засолить. Представьте себе, сидел человек в сторонке, перед ним привязанный за колышек вороны. К ним подлетали другие, тех ловили и опять все сначала. Говорят, что ворон также поставляли в рестораны Кёнигсберга, и у этого деликатеса было свое название – черные голуби Куршской косы. Само блюдо появилось на Куршской косе в 17 веке и было пищей бедных рыбаков-куршей в зимний период, когда залив замерзал и прекращалась рыбалка. А поскольку местность была не богата дичью, да и овощи не росли на песке, то осенью начинался промысел ворон. Их ловили рыбацкими сетями и засаливали в бочках как селедку. А ворон было много, поскольку через косу пролегали миграционные пути птиц. И теперь, возвращаясь к старому махровому анекдоту, а вы любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. Я понял, что в каждой шутке есть доля шутки. Но с котами здесь все хорошо. И судя по их количеству, они сами едят всех себе неугодных. Вдоль дороги идет велосипедная дорожка. Выйдя на нее, мы увидели место, где гнездовались цапли. Слышите, как цапли кричат? Тем самым мы подъезжаем на вторую точку нашего куршского маршрута. И прежде чем идти смотреть красоту, надо бы подкрепиться. Куршские лепешки с картофелем с брендой Куршской вороны. О, оно. Друзья, продолжая историю про тех самых воронок, которые здесь употребляли в пищу, собственно, как не попробовать свежую воронятинку, потому что с кошатинкой мы попробуем в Зеленоградске. Прихватив с собой местные специалитеты, мы выдвигаемся на смотровую площадку. Какая же красота! Ребята, вот эти деревья называются черная ольха, которая является природным насосом, и они откачивают лишнюю влагу из почвы. На этой смотровой нам удалось полюбоваться спокойным Балтийским морем и песчаными дюнами, а также увидеть часть укрепляющих берег сооружений и понять суть проблемы кочующих песков.
Вырубка лесов Курской косы к началу 19 века поставила ее на грань экологической катастрофы. Дороги, остатки лесов и орденских замков, строения немногочисленных рыбацких селений стали постепенно перекрываться странствующими дюнами. При хорошем ветре с моря песком засыпался целый дом почти под крышу за ночь. Лишь после того, как странствующие пески вызвали обмеление прибрежной части залива и стали угрожать существованию судоходного пролива и Мемельского канала, администрация по управлению государственными землями решила разработать план мероприятий по закреплению кочующих песков и выделить на это необходимые суммы денег. Для борьбы с странствующими дюнами на Курской косе были приняты различные меры. Одним из основных методов является посадка деревьев и песколюбивых растений. Также проводилась регулярная уборка мусора и строительство специальных конструкций, таких как барьеры и засыпки, укрепляющих прибрежную зону, которые изобрел датчанин Сёрен Бьорн в конце 18 века. Особо отличились в этой истории два немца. Это ученый, инженер, лесовод и дюнный инспектор Франц Эфа и главный лесничий Кенигсбергского управления лесами Людвиг Мюллер. Благодаря их трудам и усилиям удалось остановить неконтролируемое перемещение блуждающих дюн по Курской косе, за что в заповеднике Курская коса две высоты назвали в честь этих великих людей – высота Мюллера и высота Эфа. Но мы туда намеренно не пошли. Как так? Это же самый топчик. Да, друзья, это топчик, но выглядят эти раскрученные туристами маршруты по сути так же, как и менее людный маршрут к высоте озера Лебедь. Вот посмотрите, как нам здесь одиноко и мило. Практически никого нет. Спокойно идем по лесенке вверх, получаем удовольствие от всего, от нагрузок, свежего воздуха и окружающих видов. А теперь представьте, что творится на ранее упомянутых маршрутах к высотам Эфа и Мюллера, учитывая то, что в начале маршрута собралось вот столько транспорта. И это еще не предел. И машин, и людей будет гораздо больше. А вообще есть три вида дюн. Первое – это белые дюны, это тот самый подвижный песок. Второе – это бурые дюны, по которым мы сейчас идем, на которых есть, так скажем, травяной покров. И зеленые дюны – это как раз вот тот самый лес, который считается уже неподвижным и, можно сказать, основательным. Мостки здесь построены не только для удобства туристов, но и для того, чтобы люди не вытаптывали так сложно приживающуюся на песке растительность, ибо это может привести к необратимым экологическим последствиям. И за ходьбу и езду на чем-либо в запрещенных местах здесь полагается немалый штраф. Липецк. Ну вот, друзья, сейчас администрации Липецка прилетит штраф за то, что они сошли с деревянных мостков. Смотровая площадка близ озера Лебедь. Отсюда можно наблюдать на это озеро, на Балтийский залив. И мы видим вот точки, это на самом деле бакланы. Вообще здесь должны были еще быть и лебеди, в честь кого и названо само озеро. Если у вас прекрасное соколиное зрение, то посмотрите вот туда. Видите? Я вот лично нет, потому что у меня не скалиное зрение. А если у вас оно такое, то вы увидите там маяк литовского города Нида. Дело в том, что здесь до границы с Литвой буквально несколько километров. И вот за этим мысом как раз и начинается... А спустившись вниз и перейдя дорогу буквально через пару минут, вы попадаете на невероятный пляж Балтийского моря. Дорожка нас привела на такую смотровую площадку, но смотреть это одно, а вот ходить по поющему песку это другое. Поэтому скидаем обувку и идем петь ногами. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем напевать.
Слушай, ну реально поет. Я вторую сонату Бетховена напел уже даже. Это очень крутое место. Туристов не так много, песок поет, виды шикарные, море великолепное, и, разогревшись в лучах майского солнца, захотелось искупаться. Эх, конечно, жалко, что не взял плавки. Так хочется искупаться. А, кстати, а вода-то здесь бодрее. Мы, словно дети, со Светой бесились и играли песочную музыку. А пока мы веселились, Варвара насобирала янтаря на целый браслет. Варвар, что, серьезно? Прям час нашли? Или из кармана достали? Карманов-то нету. Точно. Нету. Свет, что стоишь? Давай, беги Варвару за руки, насобирай себе на бусики. Света пошла собирать себе янтарный подарок, а я пошел пить море. Друзья, начинаем рубрику «Вкус моря». Я пробовал воду в Каспии, в Черном море, в Охотском, ну и в принципе везде, где бывал. И вкус воды Балтийского моря мне абсолютно неизвестен. Как сказал наш гид, она очень деликатно присоленая. Ее нельзя назвать прям сверхсоленой. Она менее соленая, чем черноморская, но более соленая, чем каспийская. Вода очень приятная, поэтому не просто так здесь пьют ее даже собаки. О, вижу, дело идет. Ну что, на бусы насобирала? На бусы не хватит, а на зубы попробуем. На зубы всей семье. Проверить, что это действительно янтарь, можно зажигалкой, потому что янтарь – это смола хвойных деревьев, и при воздействии огня она плавится и пахнет елочкой. Едем дальше в еще одно очень удивительное и таинственное место – танцующему лесу. По пути к лесу есть мастерская по янтарю, где в доступной и шуточной форме туристам объясняют, что такое янтарь и какими свойствами он обладает. Белый янтарь, королевский, друзья, королевский. Она говорит, ой, красивенько. Я говорю, да, красивенько. Она говорит, почему королевский? Я говорю, торгаши говорят, что королева Луиза носила. Она спрашивает, чем известна королева? Я говорю, 10 детей родила. Она говорит, разлуки мне не хочется, но и 10 детей я пока тоже не хочу, 10 детей. И, конечно же, в таком месте не обошлось без покупок. Ну что, принцесса? Не, королевна. Очень важная туристическая локация на Куршской косе – знаменитый танцующий лес. Танцующим его называют потому, что стволы практически всех деревьев, особенно у их основания, кривые. То есть такое ощущение, как будто они подтанцовывают. Почему эти деревья танцуют? Существует несколько гипотез, и вот некоторые из них. Версия администрации национального парка то, что виноваты бабочки, точнее их гусеницы. Бабочка сосновый побега вьюн прилетела на делянку, где маленькие сосны росли, проклюнувшись из семян. И вот эти гусеницы отъели верхушечную почку. И лесники не заметили, потому что пересаживают сюда сосны в возрасте 3-5 лет. И ну и потом уже что выросло, то выросло. То есть просто не было замечено вовремя, что и сосны немножко попорчены вот этими бабочками. Это объясняет тот факт, что только на конкретном участке они танцуют, а за его пределами себя ведут спокойно. Хотя один мой коллега говорит, что сосны танцуют от радости от того, что они оказались за этим чудесным заборчиком. Есть и другие версии происхождения танцующего леса. И одна из них напрямую касается планерной школы, располагавшейся близ бывшего Розетена.
Пройдя эволюцию от планерного клуба до одной из школ Люфтваффе, есть мнение, что именно в районе, где сейчас находится танцующий лес, немецкие асы отрабатывали применение боевых отравляющих веществ, в частности иприта. Как тогда его называли, горчичный газ за свою схожесть по запаху с горчицей. Именно поэтому на этой территории деревья так изменили свою форму, словно мучаясь и корежась от яда, прорастая на отравленной территории. Если у вас есть своя версия, то напишите ее в комментариях. Будет очень интересно. Один из самых изощренных танцующих деревьев – вот то, которое огорожено заградкой, потому что оно выполняет прям полный круг. И у древних пруссов был некий ритуал, который назывался рамбата. Больного человека протаскивали через этот деревянный круг, и он выздоравливал. На этом наше знакомство с косой заканчивается, и мы отправляемся в город Зеленоградск. Зеленоградск – пляжный курорт на побережье Балтийского моря, в 35 километрах от Калининграда. До 1946 года город принадлежал Пруссии и назывался Кранц. Еще в начале 19 столетия немцы поняли, что морской воздух и вода полезны для здоровья. Тогда Кранц стали развивать как курорт. Строили здесь гостиницы и водолечебницы, открывали кафе и рестораны. В 1844 году город получил звание королевского курорта, а после вхождения в состав СССР в 1946 году он стал излюбленным местом отдыха уже советских граждан. Сегодня в Зеленоградске любят проводить отпуск и жители Калининградской области, и туристы. Небольшой городок с населением всего 16,5 тысяч человек славится просторной набережной, мягким песчаным пляжем и ухоженными улицами. Здесь можно прекрасно отдохнуть на побережье, походить по музеям и полюбоваться архитектурным наследием Восточной Пруссии. Сейчас мы идем по центральной пешеходной улице. Такое ощущение, что ты находишься в Германии. Архитектурный стиль зданий особенно подчеркивает это чувство. Вот та самая площадь с Лениным, где расположился ресторан «Балт», ремесленная пекарня и киоск с вкуснейшими крендельками. И это тоже достояние Зеленоградска. И ради одного ужина в «Балте» стоит сюда приехать. Ведь это не просто ресторан, а заведение, занявшее почетное второе место на ресторанной пальмовой ветви 2024 года. Но об этом мы говорили в предыдущем видео. Если вы его еще не посмотрели, то обязательно сделайте это, но только на сытый желудок. А еще в этом городе главные не люди, а кошки. Непонятно как, но эти милые создания подчинили себе весь город. Кошачья тема присутствует во всем. И в дизайне городской среды в виде различных фигурок, рисунков, фресок, скульптур, цветников, урн и в натуральном пушистом виде. Кошки здесь не пуганые вообще. У них есть даже кошачий светофор и свой маленький кошачий город в городе. Откуда такая любовь к кошкам? Идея сделать Зеленоградск столицей кошек для привлечения туристов появилась у местных властей относительно недавно. Котов в городе, как и во всех туристических и курортных местах, много. Но в Зеленоградске с котами связана легенда о том, что когда-то они спасли город от нашествия крыс и мышей, которые уничтожали продукты и разносили инфекцию. Кранц освободился от грызунов, а кошки стали символом победы и новой жизни. По аллее вдоль сувенирных лавочек можно выйти на набережной. Зеленоградск можно попробовать на вкус. Дело в том, что здесь есть бювет, из которого льется настоящая минеральная вода. Пойдемте попробуем. Вода такая, если честно, мыльноватая. Видимо, здесь большое содержание щелочи. Но мне, как человеку, имею некие легенькие проблемы с ЖКТ, у меня иногда бывает изжога, эта вода прям вот будет самое то.
Набережная Зеленоградска также располагает к неспешным прогулкам, занятию спортом и созерцанию балтийских просторов. Зеленоградск хорош и как самостоятельная точка назначения, и как промежуточный пункт для отдыха на Куршской косе. Национальный парк начинается уже на окраине города. В Зеленоградске удобно ночевать и ездить на косу на общественном транспорте или авто. А мы отправляемся в следующий курортный город – Светлогорск. Да, дорога идет вдоль Балтийского моря через городок Пионерский. У калининградцев пляжи Пионерского пользуются большой популярностью. И летом много жителей сюда отправляются отдыхать на выходные. А еще с Зеленоградска до Светлогорска можно доехать на велосипеде по шикарной велодорожке, протянувшейся вдоль побережья. Конечно, для всего этого нужно время, но хоть маленький кусочек этого кайфа нам удалось вырвать. Вот так выглядит прибрежная зона в районе населенного пункта Куликово. Здесь очень здорово покататься на великах, здесь потрясающие пляжи, здесь шикарные загаты, здесь песочек, здесь, в общем, все очень круто. Сказать, что я получил удовольствие, это не сказать ничего. Ребята, это просто бомба. Это должен каждый сделать, кто приезжает в Калининградскую область. Потрясающие по качеству велодорожки, невероятная красота, зелень, благоухание цветущих деревьев. Это просто оргазм для глаз, потому что ты едешь вдоль побережья. В общем, чувства меня переполняют. Пойду осужу свой пыл. В казино, что ли, пойду схожу. Но вообще поселок Куликово известен не только своими веломаршрутами. Этот населенный пункт особенно популярен у тех, кто точно знает, чем отличается Крести от Вини. И для кого звук крутящейся рулетки и бегающего шарика что-то значит. Здесь, в Куликово, расположилось несколько заведений, которые входят в состав игорной зоны «Янтарная». Это абсолютно легальные казино, в которых вы сможете на законных основаниях поиграть в азартные игры. Жалко, конечно, что не разрешают снимать. Там, конечно, красиво, модно, все блестит. Но таковы правила. Что сделаешь? Пойдем попробуем в собрании, постучимся, может, там разрешат. Служба безопасности казино «Собрание» оказалась более лояльной, чем в казино «Шамбалы», и нам разрешили сюда зайти и поснимать. Поэтому пойдемте попробуем себя протащить атмосферу игры. Здесь в казино находится порядка 500 различных аппаратов. Здесь можно поиграть в популярные игры, как блэкджек, покер, погонять шарик на рулетке. В общем, все для тех, кто попытается выиграть, или расстаться со своими денежками. Помимо игры здесь проводятся различные концерты, проходят выступления, а также есть вкусные рестораны, бары. В общем, каждый найдет себе чем заняться и почувствовать все-таки запах фишек, денег, или немножечко досады. Так бы мы выглядели, если бы выиграли пару миллионов рублей. Но жена не дала ни копейки, поэтому вот моя новая знакомая. Выиграли? Да! Сколько? Миллион Чего? долларов! Супер, поздравляю. Спасибо! Мне кажется, чешет. Короче, бери деньги, пошли. Сейчас быстро удвоим капитал. Внутренний голос мне говорит, надо идти. Ага, мы еще сувениры купили. Да, и знаю твой внутренний голос. И в Макао, и в Лас-Вегасе он то же самое говорил. А в итоге что? А в итоге что? Удовольствие от процесса, прекрасные воспоминания. Вот и вспоминай. Ну а мы все же продолжаем ехать в Светлогорск. Светлогорск – небольшой курортный город на берегу Балтийского моря. Он находится в 30 километрах от Калининграда и в 38 километрах от аэропорта Храброво. Население всего 15 тысяч человек. До 1946 года город был немецким курортом Раушеном. Об этом напоминают и сохранившиеся старинные виллы, и новостройки в прусском стиле.
Как ни странно, самый древний житель Светлогорска – это вот эта липа, возраст которой насчитывает более 400 лет. Озеро и прилегающая к нему территория также являются излюбленным местом для прогулок по городу. Светлогорск удивителен тем, что построен практически посреди хвойного леса. Местные про Светлогорск говорят так: непонятно, то ли это город в лесу, то ли это лес в городе. Если по мне, так и то, и другое тоже правильно, потому что Светлогорск очень зеленый город. Жилые дома и отели окружены соснами. Отсюда неповторимый запах хвои в воздухе, смешанный с морским бризом. Город отлично подходит для спокойного, неторопливого отпуска и размеренной жизни в гармонии с природой. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться видами моря, отдохнуть и позагорать на пляже. Насладиться тишиной и расслабленной атмосферой приморского городка. Особенность данной кирхи является то, что снаружи она выглядит как кирха, а внутри полностью как православный храм. Ярко выраженными центральными местами города я бы назвал старинный квартальчик в немецком стиле, где расположилось множество кафе, ресторанов, сувенирных лавок. Кстати, неподалеку здесь же имеется такой же крендель, что и в Зеленоградске. Да, спасибо. Все, друзья, свершилось. И вот я обладатель этого вкусного, ароматного лакомства. Второе знаковое место – знаменитый Янтарь-холл, в котором проводится фестиваль «Голосящий Кивин», а также проходят многочисленные выступления звезд отечественной эстрады. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами в самой западной точке страны, Калининградская область, город Светлогорск. Все как в первый раз. Именно этими словами легендарный КВНовский ведущий Александр Васильевич Масляков начинал очередной «Голосящий Кивин», проходящий в стенах Янтарь-холла. От него на лифте можно спуститься прямо на набережную. Мы видим, как в ускоренном темпе строятся и отели, и пляжная инфраструктура. И это не может не радовать глаз, так как, значит, скоро еще больше людей сможет приехать и прочувствовать на себе тот самый курортный и неторопливый вайб Светлогорска. Этот город – первый из российских городов, вступивших в международную ассоциацию City Slow. Концепция этого проекта объединяет города, где течет умеренная, спокойная жизнь, много зеленых насаждений, пешеходных улочек, в общем, где люди никуда не торопятся, а наслаждаются каждой минутой. А пока мы катались по этому удивительному городу, я уже выстроил план на следующий приезд в Калининград. Я бы пожил 2 дня в Зеленоградске, 2 дня в Светлогорске, притом обязательной программой была бы велопрогулка из одного города в другой. Ну а еще мы не посетили такие известные прусские города, как Советск, он же Тильзит, Балтийск, он же Пилау, место, где добывают янтарь, поселок Янтарный и много чего еще. И будьте уверены, мы продолжим раскрывать прелести Калининградской области, но это будет уже другая история. В первой серии нашего сиквела мы говорили об уникальном предприятии «Альянс», которое выпускает коньяк, старый Кёнигсберг и виски. Так вот, суперсовременное предприятие находится в старинном прусском городе Инстербурге, ныне Черняховске.
Этот город был образован сначала как замок, а потом расширился до административного центра. В 1643 году Инстербург стал постоянным местом жительства шведской королевы Марии Элеоноры, вдовы Густава Адольфа. В 1697 году в Инстербурге проездом был сам Петр I. В Инстербурге не раз бывал и Иммануил Кант. В июне 1812 года в Инстербурге побывал Наполеон. А позднее через город прошла имперская дорога номер 1, которая имела очень важное значение как для города, так и Восточной Пруссии в целом. Если посмотреть на довоенные фотографии, то Инстербург удивит любого своего архитектурной красотой. Сейчас город пытается приобрести свой прежний европейский лоск, который был уничтожен отчасти войной, отчасти советской эпохой. Думаю, что и замок впоследствии будет тоже реконструирован. В общем, поживем, увидим. Этот и все предыдущие дни экскурсионные программы нас выматывали напрочь, и мы буквально оставались к концу дня без ног. Спасением было посещение Амбер Спа, которое располагалось в нашем отеле Кайзерхоф. Балийский массаж возвращал нас снова к жизни, и на следующий день мы были готовы снова бежать и исследовать. Помимо массажа в спа-центре предлагаются различные программы по уходу за кожей для женщин, ну а мужчинам можно отлично провести время в сауне и бассейне. Есть также замечательная аквазона, где вы можете провести время, расслабиться. Есть джакузи с более теплой водой, 35 градусов. Имеется душ впечатлений, римские термы, классический хамам. Имеется чуть баня потеплее, санариум. Самая горячая у нас финская, сухая. В этом месте у нас имеется зона диванов, где можно отдохнуть, посидеть, попить чаю, который можно приобрести на нашем баре. Приходите к нам в гости, будем с нетерпением вас ждать. Калининград и область нам очень понравились, поэтому приезжайте сюда вдвоем, с семьей, с друзьями. Точно не пожалеете. Мы точно сюда еще не раз приедем, потому что и Калининград, и область очень круто развиваются. Строятся новые культурные объекты, восстанавливаются старые, появляются новые отели, рестораны, предприятия. В общем, регион растет, развивается, становясь все краше для нас, туристов. Такими были наши калининградские каникулы. Если вам понравились наши очерки, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы с вами прощаемся и до новых встреч!